Я долго стоял в стороне, смотрел, как другие дерутся, умирают и побеждают. Читал, как все устроено, и строил гайды, но в какой-то момент понял, пора самому стать частью этой истории. Я хочу почувствовать, как все работает изнутри, и возможно, просто хорошо провести время. В этом летсплее мы создадим воина и прокачаем его от начала и до конца. Соберем лучший шмот, если получится, и наконец-то пройдем те самые подземелья не по гайдам, а своими руками. Играть будем на WoW-Turtle.ogre. Персонаж создан, броня натянута, меч стрёмный, но мы найдем получше. Начинается все закадрового голоса, который поясняет. Ничего не понятно. Да, у меня проблема с английским, а если ты хочешь научиться говорить по-английски... Сразу на старте нас встречает Вильям. Он был краток и дал понять, что дела нас ждут серьезные, и это не какие-то там сельские заботы. Если готов, отправляйся к маршалу Макбрайду, он здесь в аббатстве. Персонаж у нас почему-то с щитом и мечом, видимо, танчить мы будем много и просто обязаны. Макбрайд был рад, что в последнее время им на помощь приходит много людей с разных уголков Азерота. Даже гномы, дворфы и ночные эльфы тут. Твое первое задание — зачистка. Наши леса наводнили кобольды. Сократи их число и возвращайся с отчетом. Сэр, да, сэр! Кобольды не представляют никакой опасности. Полагаю, это лишь тренировка перед чем-то большим. После всего замеса я вернулся к Макбрайду с отчетом. Он передал мне письмо от местного наставника воинов. Я решил не медлить и скорее познакомиться с ним. Твоя первая способность — боевой крик. Кричи каждые 2 минуты, и у тебя будет прибавка к силе атаки. Отлично, ставим на панель. Дела в аббатстве шли хорошо. Мне нужна была работа, поэтому я брался за любое задание. Тренер обучал меня новым способностям, а мои сумки в итоге забились разным хламом добычи, который пришлось сливать торговцу. Опять эти свечи кобольдов, еще немного и можно открывать лавку ритуальных услуг. Скоро они нам всем понадобятся, если слухи про братство окажутся правдой. Говорят, в виноградниках завелась новая шайка воров. Братство справедливости. Один бедолага так и не смог вернуться с виноградников. И правда, в диалоге с Вильямом я понял, эти ребята недавно завелись в Североземье и уже кошмарят местных жителей. Мне нужно, чтобы ты принес их банданы. Но перед этим я наведался к Миле Осворт. Вильям сказал, что у нее какие-то проблемы. Она оказалась владелицей местных виноградников. Здравствуйте, мистер Эридан. У меня к вам просьба. Спасите мой виноград. Эта шайка бандитов проникла в виноградники Североземья прямо во время сбора урожая. Видимо, это тот самый бедолага, который пытался вернуться в аббатство. Значит, замес у нас такой. Нужно и банданы собрать, и виноград целым вернуть. Одному тут точно не справиться. Здравствуйте. Опять сложный английский. Буду называть тебя Хильда. Короче, я дал ему пати, и мы вместе атаковали виноградники. Зачистка проходила весело. Вдвоем куда проще сливать разбойников, но дольше собирать виноград и банданы. Они нужны нам двоим. Банданы почему-то еще падают не со всех мобов. Ты пожалеешь, что полез сюда. Гарик уже знает о тебе. Хорошая работа, но есть дело посерьезнее. Наши разведчики видели главаря этой шайки Гарика Тихокрада. Аббатство страдает из-за него, а он знает, что никто не осмелится его тронуть. Он укрылся в лачуге за виноградниками. Ну, наконец-то. Нам доверили очень серьезное дело. Хильда тоже взяла это задание, и мы направились к лачуге. Spooky, scary skeletons.
Блин, вдвоем реально лучше качаться, мобы падают очень быстро. Мы везде юный герой. Североземье только начало. Добро пожаловать в игру, мальчик. Я совсем забыл про собранный виноград для Милли Осворд и тут же отправился сдавать ей квест. Может, стражи нам нынче и не достает, но зато у нас есть такие герои, как ты. Милли попросила меня о последней услуге – отнести уведомление о поставке винограда брату Нилзу. Его ты найдешь в аббатстве, в звоннице. Он там любит дегустировать вино. Хвала свету, виноград спасен. Я чуть не впал в уныние, но моя вера в свет не дрогнула. И благодаря твоей отваге теперь у нас есть виноград для вина. Да хранит тебя свет, Эридан! Ах, свет воистину благословил этот напиток. Будешь. После этого я направился к Вильяму и отдал ему голову Гарика. Далее были еще пару замесов с кобольдами, и я даже убил их вожака. Кстати, этот квест кастомный. В WoW Туртле добавили мини-босса этим кобольдам, и имя его Снуфли Сноут. Хотя ваше путешествие только началось, вы уже доказали, что являетесь бесценным приобретением для Североземья. Ты оказал нам большую услугу. Теперь в этих землях станет спокойнее. Отправляйся в Златоземье к маршалу Дукхану с этим докладом. Вот и все. Я выполнил все задания в этой локации и прокачал все нужные таланты у наставника. Златоземье ждет. Эй, парень! Удачи! Тысячу раз я был в этой локации, и только сейчас я обернулся. Я обернулся и просто с улыбкой взглянул на это родное место. Спасибо, Североземье, но я отправляюсь дальше. На выходе я взял еще пару заданий, одно из которых оказалось кастомным. Возьмите эту монетку. Если окажетесь в Штормграде, бросьте ее в фонтан. На удачу. Обязательно это сделаю. Хильда уже был в Златоземье, но вышел из игры, поэтому качаться дальше придется одному. А быть может, нам повезет и мы встретим еще игроков. Очень надеюсь на это. Златоземье. Место выглядит удивительно уютно. Раньше, когда я играл, оно казалось простоватым. Но теперь будто бы домов больше, атмосфера живее, даже Грифон на посту стоит. Люди снуют туда-сюда, создавая ощущение, что это действительно оживленный уголок Элвина. Я сразу направился к маршалу Дукхану, чтобы передать письмо от Макбрайда. Добро пожаловать в Златоземье, юный Эридан. Далее я направился в таверну города Льва. Там меня встретил Фарли, хозяин заведения. Он выделил мне комнату, где я смог наконец отдохнуть. На второй заход в игру я решил поставить пак аддонов, но что-то пошло не так. Они работали коряво, спамили ошибками и мешали погружению. После долгих попыток их настроить, я махнул рукой и решил просто продолжить свое путешествие. Местный врач обучил меня первой помощи, а повар кулинарии. Алхимию и травничество я не нашел. Должно быть, учителей этих профессий я смогу найти уже в Штормграде. Но я решил на первое время изучить снятие шкур. Кожа ведь дорого стоит на аукционе, ведь так? Самое время отправиться на выполнение заданий. Аптекарь Вильям Пест обратился ко мне с просьбой добыть свечи, которые носят с собой кобольды. Кстати, раз уж ты идешь к кобольдам помимо свечей, говорят, что эти твари порой носят с собой золотую пыль. Реми, повторю, знает толк в ценных вещах и готов предложить за нее лучшую цену в городе. Кобольды скрываются в опасном месте, на юге, в руднике подземных глубин. Оказывается, эти существа заполонили не только Североземье, но и весь Элвинский лес. Добыть свечи и пыль оказалось сложнее, чем казалось. Кобольды не всегда их храняли, а игроков в шахте было слишком много. Успеваешь ударить первым — твоя добыча. Нет, жди следующего. Полчаса беготни, пару раз чуть не умер, но задание выполнено. Первая помощь не подвела, благо кобольды дропали и ткань для бинтов. Дорога из рудника вывела меня на виноградники Маклура. Там я встретил девушку Мейбл, в глазах которой тревога, а в руках
письмо. Прости, я не хотела привлекать внимание. Из диалога стало ясно, она влюблена в Томми Джо, а он влюблен в нее, но быть вместе они не могут, потому что их родители заклятые враги. Пожалуйста, отнеси это письмо Томми. Он бывает у реки к западу от фермы Стоунфилдов. Мейбл, я больше не могу жить в разлуке с ней. Я должен увидеть ее. Прошу тебя, Эриден, поговори с моей бабулей. Если кто и может сделать так, чтобы мы с Мейбл были вместе, так это она. Бабуля сейчас дома, это к востоку отсюда. Бабуля Стоунфилд оказалась женщиной понимающей. Она без драмы и возмущения просто кивнула. Так делают только те, кто когда-то любил по-настоящему. Она направила меня к Вильяму Песту, тому самому аптекарю из Золотоземья. Должно быть, у него есть решение этой проблемы. Ах, молодость, весна, любовь. Думаю, я смогу приготовить для Мейбл напиток невидимости. Но для этого мне нужен. Только не говори, что за реагентами должен отправиться я. Кто, если не ты? Итак, мне нужен хрустальный фукус, дропается он с мурлоков. Отнеси этот напиток невидимости юной Мейбл. Его действия хватит на то, чтобы девушка успела встретиться с Томми Джо. Мне так стыдно, что приходится обманывать свою семью. А вы? А вы, мистер Эриден, на что готовы ради любви? Я не знал, что ответить ей на этот вопрос, но почувствовал, что ответ однажды найдет меня сам. Точно тебе говорю, это был он. Нужно сообщить всем нашим об этом парне! Уходим! Тем временем я апнул 7 уровень и вернулся в Золотоземье. Вильяму Пест узнал свечи кобальдов, а Реми Повторюх наградил меня за золотую пыль. Он попросил меня переговорить с маршалом Духаном. На востоке Элвина появились мурлоки. Они распугивают рыбу и нападают на людей. Если ты хочешь убедиться, что в этих слухах есть правда, иди к Восточному мосту. Там дежурит стражник Томас, он должен знать, что там происходит. Принеси мне его отчет. Весь замес на востоке леса оказался куда сложнее. Томас доложил, что у них пропали 2 стражников – Рольф и Малакай. Нужно найти их, и тогда Томас составит для нас отчет. Надеюсь, они еще живы. Да, стражников я нашел, но только то, что от них осталось. И если Малакай лежал один и вокруг никого не было, то вот к Ральфу подобраться оказалось не так просто. Мурлоки агрятся кучей и не дают завершить квест с Ральфом. Я подумал, может просто перебить их всех? Но нет, воин против одного-то еле держится, а 2 и более точно смерть. Я решил схитрить. После того, как они отагрились от меня, я побежал вместе с ними и начал взаимодействие с Ральфом. Ну и тут мурлоки оказались умнее меня. Мои нервы спасли эти 2. Нам втроем удалось раскидать мурлоков, точнее им 2, я драться уже не хотел. А после сдать квест. Замесы с мурлоками вывели меня на лесопилку Восточной долины. Помимо рубки деревьев, они также разводят лошадей для различных нужд, в том числе и для армии, но выдают их только на 40-м уровне. То есть передвигаться пешком по Азероту придется еще очень долго. В лесопилке помог местному бригадиру собрать древесину для поставки. Уничтожил волков и медведей, которые периодически нападали на лесорубов. Спасибо тебе, герой. Мы этого не забудем. Сдав все задания Томусу, я вернулся в Золотоземье к маршалу Духану с докладом. Там же я встретил хорошо одетого воина. Может и нам однажды удастся одеться в бисовый шмот и быть более значимым для мира Азерота. 10 уровень, 3-й день в игре, и я решил обратить свое внимание на кастомные задания. Овечка Лулу, или Лулу, дала задание на зачистку волков Элвинского леса. Они ее очень сильно беспокоят, поэтому я должен зачистить 15 волков. Джули Осфорд дает задание поинтереснее, потому что в награду она дает красивый головной убор. Нужно повзаимодействовать с овечками, и они дропнут свою шерсть. И то ли баг, и то ли фича. Если протыкивать овечку, то она будет давать свою шерсть всегда. Иногда она пинается, но это не мешает быстро выполнить квест. А этот дворф предлагает собрать реагенты, после сдачи которых вы сможете летать на этом грифоне. Я так и не понял, сколько времени действует полет, но его хватает, чтобы добраться до соседних локаций и до самого Штормграда. А если неправильно тыкнуть на грифона, то случится это.
Ты хорошо поработал, но у меня есть для тебя личное поручение. Поговори с заместителем судьи Рейнером в гарнизоне у Западного ручья. Он скажет, что делать. Перед поездкой я забиндил несколько кнопок. Как я вообще про них забыл, игра без этого очень тяжело дается. Я взял в аренду коня за 50 медных и отправился на запад. У нас тут сложилась, скажем так, напряженная ситуация. Надеюсь, ты сумеешь нам помочь. Оказалось, что на границе Хэллоуинского леса появились гнолы, звероподобные твари. Откуда они пришли, не ясно, но они стали проблемой для наших земель. Также на плакате я взял задание на дробителя. По всей видимости, это вожак гнолов. Награда хорошая, поэтому отправляемся на зачистку. Людей здесь снова много, поэтому убить дробителя не составило проблем. А вот собрать повязки гнолов заняло больше времени. У дробителя, кстати, я нашел странный листок, в котором говорилось о расписании поставок золота из рудников в Хэллоуинском лесу. Поставки расписаны по дням и по часам, а в качестве получателя указан некий вымогатель. Я решил, что маршалу будет интересно знакомиться с этой информацией. Я слышал это прозвище, но до сих пор не знал, кто стоит за ним. Судя по всему, вымогатель скрывается на тыквенном поле Бреквиллов. Но будь осторожен, такие люди не сдаются без боя. Воин 10-го уровня. С щитом и мечом положил Гарика Тихокрада. Какой-то пацан в одиночку режет наших людей. Что за бред? Будьте начеку. Я отправляюсь в западный край, чтобы предупредить остальных. Сколько живу, но таких сказок я еще не слышала. Я правда должен лезть в бой за каким-то The Collector's Ring? Это он. Мы не do you speak English, но задницу тебе надерем. В замесе против вымогателей и его приспешников оказался не я один. Сюда пришел чернокнижник, который, видимо, пришел за Сурен и Каледон. Эта распутная девка стащила колье моего наставника. Сбежала вместе с одним из этих разбойников. В общем, вместе с Локом и всех перебили, добыли кольцо вымогателя, пожали руки и разошлись по своим делам. Это кольцо древнего братства каменщиков Штормграда. С чего бы это мелкому воришке носить кольцо гильдии? И как вышло, что братство справедливости добывает золото на наших рудниках? Непростые вопросы, верно? Братство справедливости. Я уже слышу о них не первый раз. Возможно, дело куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Ты должен навестить Лирию Дюлак, она местная наставница воинов. Должно быть, вы найдете общий язык. Ты подаешь надежды, Эриден, но пока не опытен. Отправляйся в Штормград в таверне «Свинья» и свисток найдешь Гарри Белгарда. Он обучит тебя оборонительной стойке. 13 уровень, и самое время отправиться в Штормград. Штормград оказался круче Златоземья. Столько игроков я еще нигде не встречал. Кастом от сервера сразу бросился в глаза. Задания, шмот, ездовые животные. Первым делом я направился к фонтану и бросил монетку на удачу. Надеюсь, все получится. После отправился к Моргану и передал ему посылку от Вильяма Песта. Пока я бродил по шумным улицам, пытаясь привыкнуть к величию города, мой взгляд зацепился на разносчика рекламы. Держи талон, отнеси его моей сестре Сюзетте, и получишь бутылку нашего знаменитого пино-нуар. Не пожалеешь. Самое время отправиться в таверну по воинскому заданию. Давай, выпей со мной, парень. Посмотрим, что с тобой сделает несколько кружек пива. Или ты не просто так пришел? Ладно, обучение, так обучение. Но сначала покажи, на что ты способен. Видишь того здоровяка у стойки? Это Бартлби. А видишь его кружку? Добудь ее. Да ты спятил? Эту кружку ты получишь только через мой труп. Давай, парень. Ставлю 2 медные на Бартлби. Меня звали учиться атаке, а я впервые понял, как важно до конца устоять на своих 2. Еще и будучи пьяным. Что, так можно? Можно. А это вообще нормально? Нормально. А если осудят? Да похуй. Молодец. Вот тебе стойка защиты. Теперь ты можешь танчить.
Но без хорошего оружия тебе не обойтись. Думаю, тебе стоит навестить маршала Хаггарда. Он живет в лесопилке Восточной долины. Он ушел в отставку. Но за годы службы собрал недурную коллекцию оружия. Скажи, что тебя прислал я. Ты должен мне 2 медных. Черт! Перед походом в лесопилку я решил немного прогуляться по Штормграду и заглянуть на аукцион и продать весь скопившийся хлам. Аддон-аукционатор почему-то не заработал, поэтому пришлось все делать самому. В квартале магов заглянул к учителям алхимии и травничеству. Ночные эльфы шарят за выживание, а без этих профессий выжить будет гораздо сложнее. Зашел в таверну в торговой площади, снял комнату и отправился спать. 5-й день в игре, и аддоны снова выдают ошибки. Ничего не помогает, нужно отключить большую часть из них, чтобы продолжить комфортную игру. С аукциона прошли денежки, все-таки кожа чего-то стоила, и я заработал около 7 серебряных. Мало, но пока что хватит. В районе старого города я посетил командный центр и встретил Вушена, своего главного наставника. Он обучил меня еще пары приемов и дал важное напутствие. Возвращайся, когда почувствуешь, что готов к новым приемам. Но помни, самые важные уроки преподносит жизнь. Ты есть свой лучший наставник. Говорят, где-то в тени мира живет один воин, тот, кто пережил 1000 битв. О нем не пишут в хрониках, его лицо никто не запомнил. Лишь шепот про человека в плаще, что появляется тогда, когда ты на грани. И кто же он? Никто не знает. Одни говорят, это дух прошлого. Другие, что это живой человек, скрывшийся от всего мира. Но все истории сходятся в одном. Он приходит к тем, кто готов меняться. И исчезает, когда его больше не ждут. Я не верю в такие легенды, Вушен. Да, так же подумал и я, когда услышал эту историю. Один из моих учеников однажды встретил его. Не было долгих речей. Была только тишина, меч и выбор. С тех пор я ничего о нем не слышал. Но предупреждаю каждого из своих учеников об этом. Зачем ему это нужно? Говорят, чтобы стать великим, нужно пройти сложный путь. Но чтобы стать величайшим, нужно пройти его ради других. Как я узнаю его? Все, что ты должен знать. Учитель приходит тогда, когда готов ученик. Все это звучит очень загадочно и интересно. Кстати, мне удалось разобраться с аддонами, я даже поставил красивые панели, после которых играть стало в разы комфортнее. Самое время отправиться в лесопилку к маршалу Хаггарду. Да, у меня есть запасное оружие, но сначала я хочу дать тебе задание. Хаггард рассказал мне, что некий Джек Мертвозуб обманул его, выдав себя за маршала Духана. Джек сказал, что ему нужен старый значок маршала, и старик, не раздумывая, отдал его. В общем, нужно вернуть знак маршала, и тогда я получу новое оружие. А я уже заждался тебя. Но ты выглядишь слишком юным. Слухи о тебе идут быстрее, чем ты апаешь свой уровень. Хочешь, вернуть значок? Забери, если сможешь. Замес длился недолго. Сначала вырезал приспешников, а затем и самого Джека. Оказалось, что у Джека значка нет, но есть ключ от сундука, в котором этот самый значок и лежит. Это он! Уходим! Мой знак у тебя. Я боялся, что лишился его навсегда. Вот мое оружие. Я его регулярно чистил, и оно в отличной форме. Выбирай. На выбор Хаггард предложил мне 4 вида оружия. По характеристикам они все одинаковые, одна стамина, но на вид мне больше всего понравился меч. Главное, не забывай, что настоящая сила не только в оружии, но и в том, кто его держит. Мечей у тебя будет много. А вот ты у себя один. 13 уровень, и я отправляюсь в Златоземье. Похоже, тебе довелось побывать не в одном бою. Думаю, тебе стоит явиться с докладом к Гриану Камнегриву. Он возглавляет ополчение, защищающее фермерские земли западного края. Твоя помощь ему не помешает. У нас появились новобранцы, так что ступай. А мы с остальным здесь сами разберемся. Златоземье оказалось местом, где можно было бы остаться. Мирное, уютное, с простыми заботами. Но даже здесь под солнцем растет тень. Гнолы, бандиты, слухи о каком-то братстве. Я пришел сюда как новичок и ухожу немного сильнее. Не уверен, готов ли я к тому, что ждет впереди. Но кажется, назад дороги уже нет. По дороге в Вестфал меня преследовала женщина-воин. Но ей не догнать меня. Лошадь хоть и медленно, но оказалась
быстрее этой воительницы. Камнегриф ждет. Настало время для новых шагов, новых заданий и новых свершений. Западный край. Земля фермеров и пастухов. В начале локации я встретил двух фермеров, которые пытались покинуть эти земли, но их повозка сломалась, и я помог собрать овса для их старой совраски. А еще я вспомнил, что в моих сумках завалялся документ на их ферму, который я добыл с какого-то разбойника из Братства Справедливости. Ты представить не можешь, Эриден, как мы тебе благодарны. У нас почти ничего нет, но вот возьми хотя бы это. Фермер дал мне спелых арбузов и маленькую тыкву. Еда и правда здесь вещь необходимая. После каждой битвы с мобом приходится есть. Спасибо, добрый странник. Пусть дорога будет к тебе благосклонна. Верно дала мне рецепт похлебки западного края, который нужно отнести Сальме Сальден, который живет на соседней ферме. Я отнес ей рецепт в надежде, что она приготовит мне эту самую похлебку, но вместо этого еще один квест. Похлебка западного края. Как же давно я ее не готовила, но без хороших ингредиентов тут не обойтись. После долгого фарма я наконец вернулся, и Сальма приготовила мне эту самую похлебку. Ну что, герой, наелся? Да. Эх, если бы еще законы Архимеда в этой игре работали, то цены бы этому серверу не было. После ужина я решил помочь Теодору. Фермы кишат дозорными полей, какими-то странными механизмами. Изначально они были созданы, чтобы помогать людям на ферме. Но что-то пошло не так, и теперь они нападают на всех подряд. Их нужно уничтожить. Задание показалось мне непростым, и я решил выполнять его параллельно с другими чуть позже. Стой, 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 стой! Что за спешка? У меня важное послание для капитана. Я все доложу сам. Говори. Прошла уже неделя с тех пор, как я начал играть на этом сервере. Уровни качаются медленно, передвигаться пешком уже утомляет, а чтобы дойти до 40-го, кажется, потребуется еще пара месяцев, но время покажет. А пока я направился к сторожевой башне, к Риану Камнегриву. Если ты хочешь сражаться за свободу вместе с нами, я буду рад этому. Остановиться пока можешь в нашей таверне. Плотники стараются уложиться в срок, но перевести дух или закупиться едой можешь там. Гриан рассказал мне, что у народного ополчения одна цель – защитить земли западного края и вернуть в них мир. К сожалению, сделать это можно только через кровь. Именно такие задания я и получил от него и других бойцов – выслеживать и устранять звероловов, контрабандистов, головорезов и прочих негодяев из Братства Справедливости. Узнать их легко, они носят красные кожаные банданы. Я патрулировал луга западного края, охотился на гнолов и собирал их лапы для задания. После объединения с Братством Справедливости эти твари стали новой угрозой для королевства, и их нужно было уничтожить. Мой разведчик был свидетелем твоих доблестных деяний. Пока что с тобой очень приятно иметь дело. После длительных замесов Камнегриф и капитан решили включить меня в расследование по делу Братства Справедливости. Следствие зашло в тупик, и им нужен был человек, готовый отправиться в Красногорье. В деревне Приозерье в таверне обитает некий Вилли. Он мне кое-чем обязан. Скажи, что тебя прислал я. Западный край оказался не просто местом страха. Здесь живет надежда. Люди не сдаются, даже если все против них. И если раньше я просто выполнял задания, то теперь чувствую, что хочу разобраться. Братство Справедливости. Кто они? Чего добиваются? Вопросов стало больше, чем ответов. Но я иду дальше. Красногорье. Следующая остановка. И мне нужно быть готовым ко всему. Красногорье сначала кажется почти копией Элендского леса. Те же башни, фермы, только вместо лесов холмы. Люди здесь довольные и спокойные. Население занимается промыслом рыбы и поставкой лесозаготовок в Штормград. Первым делом я решил направиться к Вилли Черному. Так значит, тебя послал Камнегриф. Что ж, я перед ним в долгу.
То, о чем я хочу вам рассказать, может стоить мне жизни. И Вилли рассказал, что бандиты из Братства Справедливости замышляют нечто крупное, что они действуют заодно с гнолами, кобольдами и даже гоблинами. Он передал мне записку, которую я должен отнести обратно к Камнегриву в Вестфал. Но если честно, бегать туда-сюда не захотелось, и я решил отложить ненадолго эту цепочку квестов. Задания Красногория поначалу показались легкими. Достать ожерелье из озера для мальчика. Спасибо вам, большой воин. Вернуть инструменты для строительства моста. Отличная работа. Официантка Дарси приготовила обед стражнику, тот в свою очередь решает отблагодарить ее букетом цветов. Какая прелесть! Но чем дальше я заходил, тем чаще ощущалось дыхание смерти за спиной. Впервые решился прокачать рыбалку, но не хватило нервов. Алхимия и травничество и так качаются мучительно долго, а тут еще стоять у воды полжизни. Нет, подумал я, махнул рукой и пошел качаться дальше. Собирательных заданий в Красногории оказалось слишком много, а значит, надежды на пати почти никакой. Разве что гнолы, единственные ребята, на них народ охотно принимал в группы. Квестовые предметы, как обычно, падают не со всех мобов. И ладно бы 1-2 промаха, но когда 5-й моб подряд не дает нужного итема, я начал сомневаться, а нужны ли эти собирательные квесты? А ты как хотел? Это же классика. Предметы, которые нужны для заданий, не подсвечиваются. И иногда я продавал их торговцу. На 16 уровне использовал поиск подземелий и записался в огненную пропасть. Но, к сожалению, это работало не так, как я ожидал. Система просто собирает группу, а до самого инста нужно добираться пешком. В Эргримар, извините, парни, я не знал. В Красногории впервые начал использовать тактику кайта и прятаться за деревьями от костов. Прокачка перестала быть просто фармом. Впервые появилось ощущение настоящего выживания. На 18 уровне получил пару заданий на элитных мобов. В одиночку их не пройти. Поэтому вернулся в Штормград, мелкие поручения и прокачка профессий. Реагентов часто не хватало, приходилось докупать их на аукционе. Возле входа в город можно отдохнуть и получить баф на опыт, благодаря тентам. Эти палатки дают бонус к прокачке. Не сильно чувствуется, но я каждый раз прихожу сюда, чтобы набрать шкалу до 150%. А если повезет, можно и баф на статы получить. И пока тусовался в Штормграде, в чате увидел набор в «Карась в сметане». Нашу славянскую гильдию. Возвращаясь в Красногорье и продолжая прокачку. Портовый начальник Барон обратился ко мне за помощью. Мурлоки начинают нас беспокоить. Надо изгнать их, пока они не опустошили все озеро. Собери их плавники и принеси мне. В целом, собирательные квесты здесь не такие уж плохие. Мобы все-таки ресуются быстро. Но только если рядом нет других игроков. Иначе быстрый респаун теряет всякий смысл. Молодец, Эриден. Можешь не надеяться на улучшенный дроп квестовых предметов. Это же классика. Держи награду. Огнестрельное оружие. Изящество дворфам не присуще, гласит надпись на ружье, и я понял, что самое время отправляться в Стальгорн. Если кто и знает, как обращаться с этой пушкой, то это дворфы. Я вернулся в Штормград, там через квартал дворфов я оказался в метро. Опять меня кто-то преследует, и опять эта женщина-воин пыталась меня напугать. Внимание! На первый путь прибывает экспресс «Сталь-молния». Охотники, прогоняйте ваших питомцев от края платформы. Ехали мы недолго, всего пару минут, а виды в подземке оказались удивительно красивыми. Ну что, добро пожаловать в Стальгорн. К сожалению, денег на обучение огнестрельного у меня не хватало. Я решил не тратить время и просто спросить у прохожих. Один добрый воин дал мне аж 50 серебряных. Спасибо вам, Рейкен. Обучение прошло успешно, и я начал прокачивать навык стрельбы до последнего уровня. Стражник Стальгорна проходил мимо и чуть не попал под мои выстрелы. Самое забавное, что его точка патрулирования заканчивается прямо возле меня. Будто бы он не случайно подошел. Хороший выстрел, парень. Молодец, что тренируешься. Никогда не знаешь, когда наступит роковой момент в твоей жизни, где понадобится этот навык. Прокачивай его на 100%. И это точно спасет тебе жизнь.
Будем надеяться. Закончил тренировку и вернулся в Штормград. Зашел к Вушену обучиться, и у него для меня оказались интересные новости. Йорус Ячменовар бросил вызов всем воинам Альянса. Если ищешь серьезные испытания, то найти Йоруса можно в таверне Приозерья. Обещает щедрую награду тем, кто выдержит его испытания. Ха! Значит, до тебя дошли вести о моем вызове? Что ж, садись и слушай, пей и наслаждайся. Может быть, это твоя последняя выпивка в этой жизни. Снова пить? Интересные квестовые испытания у воина. Пить и драться. Чувствуется настоящий воинский вайб. Я называю мое испытание Редбанским вызовом. Чтобы пройти его, тебе всего-то нужно войти в пещеры Редбана, дойти до первой развилки и вернуться. Элементарно! Есть, правда, несколько «но». Вернуться тебе придется в течение часа. Там полно красногорских гнолов. Перед тем, как тронуться в путь, тебе придется глотнуть фирменного напитка моей семьи, жгучего пива семейства Ячменевец. Что скажешь? Ну разве я мог отказаться от такого приключения? Даже не осознавая, во что ввязываюсь, я одним махом осушил кружку, почувствовал, как по венам разливается огонь и, пошатываясь, направился к пещерам. Я не помню, как добрался до входа. Мир плыл перед глазами, а ноги сами несли меня вперед. Гнолы? Кто такие гнолы? Где-то на периферии сознания мелькали их рычащие силуэты, но мне казалось, что это просто дружелюбные ребята, которые решили составить мне компанию. Я даже попытался заговорить с одним, но в ответ услышал: «Ты вернулся! Трижды ура Эридену!» Мы снова выпили. После этого я помню только теплую кровать. На следующий день Йорус пообещал мне награду за испытание. Это щит, который нужно забрать в Штормграде. После этого я направился в Вестфал с докладом ко Камнегриву по делу Братства Справедливости. Оказывается, Вилли Черный дал очень хорошие сведения. Интересно, что имел в виду Вилли, когда упомянул о каменщиках. Как разбойники из Братства Справедливости могут быть связаны с ними. Только один человек сможет пролить свет на эту тайну. Мастер Матиас Шоу, глава ШРУ. «Какое у тебя ко мне дело? Я очень занятой человек». Я передал ему записку Вилли Черного. «Дело может оказаться сложнее, чем полагает Камнегриф. Человек, о котором пойдет речь, дал Штормграду вторую жизнь. Его каменщики подняли из руин собор света, его чертежи легли в основу новых стен. Когда корона отказалась платить, он требовал лишь справедливости, но судьба приготовила другую роль. Смерть королевы, кровавый след, ярлык предателя. Те, кто вчера восстанавливал город, сегодня стали его главной угрозой. И теперь, когда последние мосты между прошлым и настоящим сожжены, остается только имя, которое стало символом мести. Эдвин Ван Клифф. Если Ван Клифф стоит во главе Братства Справедливости, то да помилует свет наши души. Я вернулся в Вестфал и передал всю информацию Камнегриву, но он до последнего не хотел верить, что за всем стоит Ван Клифф. Еще нужны дополнительные сведения. Разведчики доложили, что у наречия заметили вестника из Братства Справедливости. Нужно было его поймать. А если окажет сопротивление... С вестника дропнула записка. В ней говорилось о поставке ресурсов для чего-то крупного, а в конце подпись «Ван Клифф». Теперь все, что нам нужно узнать, это где прячутся бандиты Братства. Босс, ходят слухи про одного парня. Он в одиночку перебил наших людей в Элвине и уже расправляется с ними здесь, в Вестфале. Его имя? Эриден, человек-воин. То есть ты знаешь его имя, его класс, место, где он начал охоту на нас, и приходишь ко мне только сейчас, и без его головы? Понял вас. Если он отрезал нас от Элвина, значит, времени у нас осталось мало. Узнайте, куда он держит путь. Там устройте засаду. А еще, я хочу знать о нем все. Кто он и откуда. Его манеры и стиль боя. Будет сделано.
Никто не смеет бросить вызов братству. На Вестнике вся цепочка заданий остановилась. Помнится, должен был появиться моб по следующему квесту. Но, как оказалось, на него собирается очередь. Нужно подождать, пока кто-то другой завершит квест, и только после этого моб снова появится. Я решил не ждать, а вернуться как-нибудь в другой раз. И как по заказу, в гильдии объявился Васко да Гама. Искал напарников на элитные задания в Красногорье. Увидев мой уровень, он сразу понял, что вдвоем мы не вытянем. На выручку пришел другой сагильдеец, Аннофия, чернокнижник 60 уровня. Спасибо, ребята, но мне пора двигаться дальше. Мировой судья Соломон попросил меня отправиться в Сумеречный лес. Доставь это письмо лорду Чернодреву в Темнолесье. Нам отчаянно нужны бойцы ночного дозора. И будь осторожен, в Сумеречном лесу даже тени опасны. После прокачки в Красногорье я больше ничего не боюсь. Теперь я знаю, если где-то есть мирное озеро, значит рядом урлыки уже готовят засаду. А если дворфы, будем пить по-страшному. Даркшир, я иду к тебе и беру с собой 2 зелья трезвости. Сумеречный лес. Штормград называет его владением короны, но на деле это царство вечной ночи, где деревья шепчут проклятие, а воздух густ от страха. Здесь нет солнца, только тусклый свет фонарей Даркшира. И чем дальше я заходил вглубь леса, тем ощутимее становилось чье-то зловещее присутствие. Добро пожаловать в Темнолесье. И не сходи с дороги, парень. Смерть не ждет тебя. Она уже в пути. Набираю пачку квестов на убийство пауков, волков и прочих тварей сумеречного леса. Игроки охотно принимают пати для совместного выполнения заданий, а те, кто прибегает мимо, могут бафнуть или просто помочь забить нужного моба. Одна женщина попросила меня отправиться в Вороний холм. Говорят, что там 2 ночи подряд видели крадущиеся тени. Не сходить с дороги – главное правило Темнолесья, и именно оно впервые подвело меня. Драться я не хочу, поэтому подрезаю сухожилие этому щенку и бегу дальше. На Вороньем холме встречаю какого-то парня, решаю уточнить у него про крадущихся теней. Нет, прошу, не убивай меня. Это всего лишь я, трясунчик. Они повсюду, мне не скрыться. Как выяснилось, этот бедолага прячется от каких-то темных всадников, а Вороний холм – его убежище. Хоть и сам он сходит с ума от ужаса. Я поделился с ним едой и отправился дальше. Познакомился со Свеном Йоргеном и начал помогать ему в расследовании убийства его семьи. Удостоился чести встретиться с главой ночного дозора, Алтеей Чернодрев. По ее поручению отправляюсь вместе с другими игроками защищать лес от нежити. Да озарит свет твой путь. Даркшир, я голоден. Я было подумал, что это снова трясунчик бредит где-то в кустах, но ошибся. Это был кто-то другой. Кто-то куда более опасный. Решаю сойти с тропы, чтобы прокачать травничество. Казалось бы, ничего страшного. Просто пара растений у подножия холма. Но не успел сорвать первый цветок, как на меня из тени выползают 2 огромных паука. Выбрался на тропу и подумал, что мне повезло. Появился он, Стичес, огромный как кошмар и все еще голодный. Темная ночь, только пули свистят по степи. Убегай, Сабир! Убегай! И вот он, 24 уровень. Зачистка воргенов позади. Тем временем кто-то в чате угорает над гномами. Даже не знаю из-за чего. Видимо, где-то на другом конце Азерота они опять сделали что-то нелепое. Тебя-то мы и ждали. Сначала Элвин, потом Вестфал. Прямо как кролик по полям скачет. Говорят, наших пачками ложит, но черт, выглядит обычным сопляком. Ван Клифф. Даркшир станет твоей могилой. Бежать некуда. Кушать.
Он их всех положил? В одиночку и без царапины. А он точно человек? Может, демон в броне или кошмар наяву. Демон, не демон! А с ним я больше не хочу встречаться! Пускай Ван Клифф сам с ним дерется, если такой умный. Информации у нас достаточно, надо сваливать. Только ты мог меня спасти. Или все-таки удача мне улыбнулась? Не зря я бросил монетку в фонтан. Я решил, что пора заканчивать с темнолесьем и отправляться обратно в западный край. Возможно, мне удастся поймать моба по заданию, который проводит меня в мертвые копи. Но тут меня остановила мадам Ева. Вчера ночью меня охватил беспричинный ужас. В ее голосе звучит тревога. Она говорит, что переживает за свою внучку, и ради ответа разложила карты. И вот среди тумана предсказаний возникло одно имя. Сталван. Ну, если честно, я бы тоже беспокоился, живи я в этом лесу. Но раз уж все равно прощаюсь с этими краями, почему бы не помочь бедной женщине? Выясняю, что Сталван мисс Мантл был преподавателем в школе Лунаречия. Репетитор, образованный и интеллигентный, до тех пор, пока не воспылал непристойной страстью к одной из учениц. Та уже была помолвлена, но Сталван не вынес отказа и вырезал влюбленную пару. И чё? А ничего тот факт, что теперь он угрожает всему темнолесью. Его извращенная душа не упокоилась и стала нежитью. Не элитной, к слову, но 32-го уровня. Когда покончишь с ним, принеси его фамильное кольцо мадам Еве. Она это заслужила. Если мистер Мантл всего 32 уровня, а я, гордый воин 24 уровня с бинтами, зельями, бафами и прочей военной алхимией, смогу ли я его победить? Конечно! Прихожу к его дому, а там уже какой-то хардкорщик добил Сталвана и ушел, оставив только вурдалака. Я пробафался по уши, пусть даже дух Сталвана где-то видит, с кем связался. Вызываю вурдалака на дуэль, и тут понимаю, что перебрал с уверенностью. Он оказался прочнее, чем я думал. Пытаюсь держать строй, но здоровье тает. Рядом ошиваются двое, но они мне не помогли. Смотри на меня, парень. Я ведь когда-то был, как и ты, молод и полон сил, пока меня не предал гном. Пообещай мне, что не совершишь ту же ошибку. Хотя пообещай самому себе. Неужели это конец? Ты правда думал, что сможешь одолеть моба, который на 5 уровней выше тебя? Юный герой, даже пара уровней — это уже признак того, что соваться в бой глупо. Да, теперь я понимаю. Ну а что дальше? Я должен удалить своего персонажа? Зачем? Ну я же умер. Ты же не хардкорщик. Просто резнись возле своего тела и продолжи игру. Точно! Бля, почему это вообще в сценарии написано? Господи, ну ладно. Ладно, стал мисс Мантл. Я еще вернусь. После воскрешения решаю отправиться в Штормград, где получаю задание на доставку груза в Лок-Модан. Справишься? Я подумал, что это отличный способ отвлечься и немного попутешествовать. И я не прогадал. Я шел пешком через Дунмарок, и мысли в голове сменяли друг друга. Качаться на ваниле — то еще удовольствие. Несмотря на быстрый респаун мобов, ожидание все равно тянется долго. Пешие переходы, сбор трав. Профессии постоянно отстают от уровня, и приходится либо возвращаться назад, либо забрасывать прокачку вовсе. Высокоуровневые мобы, предметы для заданий, забитые сумки. Ага, Гримант все-таки закончил мой топор.
Самое время проверить его на трогах. Вид у тебя мрачный. Это не мое дело, но запомни, юноша, не всегда нужно спешить в бой. Иногда воину полезно просто пройтись, оглядеться и вспомнить, ради чего он взял меч. Держи это за службу и честность. Может, действительно игра не требует от меня спешки. Я же впервые в жизни играю так осмысленно. Исследую каждый уголок, заглядываю в самые глухие деревушки. Раньше я даже не был в Болотине. Я никогда не думал, что окажусь здесь. Обычно я избегал этой локации. Слишком далеко, слишком неудобно, но сейчас что-то тянуло меня дальше, выше в горы. И как оказалось, не зря. Я не мог поверить, что в оригинальном WoW этого места просто не существовало. Включил свой сервер, долетел до Болотины и нашел лишь пустые склоны. А здесь разработчики добавили целый городок, жизнь, торговцы, таверны. Все выглядело так естественно, будто это всегда было частью Азерота. Я задержался здесь дольше, чем планировал. Просто наслаждался видами, дышал воздухом и впитывал атмосферу. Ты слышал про того парня из Североземья? Говорят, он в одиночку виноград спас. Не просто виноград, брат. Он еще и Тихокрада положил. А потом один из торговцев сказал, что этот парень тащил на себе волков, пауков, мурлоков и еще успел помочь какой-то девчонке сбежать к жениху. Серьезно? Обычный воин? Да кто ж его знает, обычный или нет. Но знаешь, что меня поразило? Он никому не хвастался. Просто делал, что считал правильным. Даже с Милли Освард, когда та ревела из-за винограда, он не смеялся. Помог. Просто и по-человечески. А может, именно так и рождаются герои? Без фанфар. Просто когда кто-то делает то, что нужно. Я бы с ним в рейд пошел. И в бой. Ладно, пойду я. Мне еще нужно добыть 5 кишок кабана и 10 яблок. А мне пора найти камень в болоте. Сказали, важно. Они там с ума посходили! Великий путь воинов! Черт бы их побрал! Так, стал он Мисс Мантл, значит, 32 уровня. Мне нужен как минимум 30 и несколько хороших вещей. 6 уровней впереди. Смогу ли я? Определенно. Я тебя предупреждал, но ты все равно сошел с дороги. Свет озарил мой путь. Я вернулся в Темнолесье с 30 уровнем и полным комплектом доспехов. Все готово к финальной схватке со Сталлоном, кроме одного. Я так и не нашел меч, достойный этой битвы. Обойдусь и без него. Шел по сумеречной тропе, когда взгляд зацепился за мерцание значка на миникарте. Незнакомое задание. Оглянулся, оказался рядом с древней заросшей могилой. Даркшир был уже близко, но даже его тусклые огни не могли развеять гнетущего предчувствия. Что-то в этом месте звало меня, словно лес хотел, чтобы я узнал еще одну историю, прежде чем начнется моя. Морган Ладимер. Когда-то он был одним из лучших наших бойцов. Отважный, справедливый, настоящий солдат. Но война забрала у него все. Жену, дочь и, в конце концов, рассудок. Теперь по лесу бродит нечто.
Оно зовет себя Марладимом. И это он. Гнев, боль и отчаяние, воплощенные в клинок. Он убивает наших дозорных, и он должен быть остановлен. Думаю, ты тот, кто сможет дать ему покой. Если вы подумали, что я пафосно ворвался на кладбище и победил Марладима, то нет. Он 35 уровня и еще и элитный. Я, конечно, попытался, ведь я с такой уверенностью вернулся в Даркшир. Но Марладиму было достаточно нанести пару ударов, и я отправился на кладбище. Меня спас этот разбойник. В моменте он подключился, и пока я пытался ряснуться, он уже добил Марладима, и я успешно выполнил квест. Ах да, есть еще одно дело. Надо было предупредить тебя раньше. Морган считал, что вся его семья погибла. Но это не так. Его дочь Сара Ладимор жива. Она служит в ночном дозоре. Возможно, ты сможешь рассказать ей, что случилось. Я нашел ее у ворот, она стояла на страже, задумчиво вглядываясь в сумрак леса. Когда я произнес имя ее отца, девушка резко обернулась. Мой отец. Жаль, что я не могу ничего для него сделать. Ах, если бы я поговорила с ним до того. Как? Отнеси это на его могилу. Может быть, он поймет, что я жива, и никто его не винит. И Эриден. Спасибо вам. Я положил кольцо на могильный камень и отступил назад. В этот момент порыв ветра пронесся по кладбищу, и я услышал голос, словно доносившийся из самой тьмы. Сара? Неужели она жива? Камень сердца, Эриден. Возьми мой меч, принцип. Моя душа упокоилась, и он мне больше не нужен. Он был выколон во имя добра, а я оказался недостоин владеть им. Быть может, ты сможешь нести свет вместо меня. Принцип. Интересное название. Оно навевает меня только на одну мысль. Битва могла пройти быстро, но я не учел одного. Навык владения двуручными мечами оказался слишком низким. И все же меч тебе не помог, юный герой. Ты даже ритуалы отдал, и они тебя не спасли. Все козыри закончились. Скажешь последние слова на прощание? Да, я ужасно обращаюсь с двуручными мечами. И вообще плохо играю за воина. Но я вкачал кое-что другое. И что же? Огнестрельное. Спасибо тебе, герой. Азерот будет ждать тебя снова. Ты вернешься? Определенно. Так и быть, Эриден. 100 лайков под этим видео, и я оставлю тебя в живых.